Древнейшая профессия может похвастаться не только внушительной историей. Поражает и многообразие услуг, которые женщины легкого поведения предлагают своим клиентам. Чего только не увидишь в мире продажной любви. От японских мыльных бань до обычных плечевых с отечественных объездных дорог. О последних мы сегодня и поговорим. Начнем с краткой исторической справки. Откуда взялся сам термин «плечевая», или, как иногда еще говорят, «плечевка». В СССР было две системы организации движения автомобилей при магистральных перевозках. Это сквозное движение и движение по системе тяговых плеч. При сквозном движении автомобиль проходил весь путь от начального до конечного пункта без смены груза. А вот при движении по системе тяговых плеч маршрут делился на тяговые участки, на границах которых были расположены перецепочные площадки. Водитель ехал до такой площадки, где полуприцеп цепляли к другому тягачу, а вместо него давали другой, который нужно было тянуть в обратном направлении. Этот способ чисто теоретически позволял не гонять порожняк, а всегда ехать с грузом. Так возникло понятие плеча, то есть расстояние между перецепочными площадками. Иногда плечом называли просто участок от одной остановки до другой, например, между автозаправочными станциями, коих в СССР было намного меньше, чем сейчас. Чтобы в дороге не было скучно, с собой брали даму. Она и получила название «плечевая», то есть дама на одно плечо, на один перегон. Как правило, плечевые ездили от одной стоянки до другой, стараясь не уезжать далеко от дома. Впрочем, были и те, кто использовал, так сказать, служебное положение и потихоньку ездил, например, на юг. Но эти сезонные миграции были обычно исключением, и плечевые обитали в основном на своей ограниченной территории. Есть и другие теории возникновения этого слова. Некоторые из них слишком романтичные. Мол, кабины были тесные, сидели рядом и постоянно чувствовали плечо соседки, что в дороге особенно ценно. По другой версии термин произошел из-за традиционной для тесных кабин позы. Девушки во время совершения определенных действий были вынуждены забрасывать ноги на плечи водителю. Существуют и другие варианты толкования, менее распространенные. Но первая версия с плечами и площадками все же наиболее правдоподобна. Каких-то тарифов на услуги плечевых не было. Хотя некоторые ветераны советского дальнобоя вспоминают, что стоимость услуг колебалась от 2,5 до 10 рублей. Бессребрениц среди плечевых не было, но при этом они старались не наглеть. А вообще времена были трудные, и девушки были рады любому заработку. А в позднем СССР был распространен и бартер. С дамой можно было спокойно договориться, например, за ящик слив или за несколько банок майонеза провансаль. В ход шли и другие товары, такие как колбаса, мясо, бытовая химия. У водителей существовала определенная норма порчи или повреждения товара. Например, если перевозилось пиво, то потеря в пути на бой нескольких ящиков была нормой. В пределах этого объема потерь водители большегрузных автомобилей могли свободно оперировать при расчете с девушками. Там, где есть любовь, пусть даже продажная, всегда найдется место романтическим отношениям. И они возникали между водителями и плечевыми. Известно немало фактов, когда шоферы привязывались к своим попутчицам и даже ревновали их к своим коллегам. Бывали и случаи, когда мужчины оставляли семьи и женились на девушках с трассы. Известны трогательные истории, когда девушки заботливо ухаживали за своими водителями, подкармливали их в пути и даже лечили. И многие делали это от чистого сердца. Так было в СССР. Все изменилось в постперестроечную эпоху. Плечевые по-прежнему путешествовали с водителями, но работа их стала более сложной и опасной. На трассах рядом с плечевыми появились девятки с братками, которые не столько следили за порядком, сколько отнимали часть денег за крышу. А деньги в то время стали намного дороже майонеза и слив. И бартер ушел в прошлое. Изменился и состав плечевых. При СССР это были в основном одинокие молодые девушки. Но рыночная экономика заставила отправиться на трассу даже замужних женщин, мужья которых нередко знали, чем занимаются их благоверные. В те времена душещипательные истории про безработных мужей, голодающих детей и больных родителей были популярными.
Но были и клофелинщицы, которые травили водителей сильнодействующими препаратами, чтобы обобрать. И для кого-то встреча с такой злодейкой заканчивалась финансовыми потерями, а кто-то не пережил передозировку. Сегодня профессия эта явно пришла в упадок. Теперь это низшая каста, и в ней оказываются дамы, не востребованные больше нигде. По этому поводу иногда на просторах интернета встречаются сожаления, что настоящих плечевых сейчас нет. Нет тех подруг, которые готовы накормить заболевшего водителя куриной лапшой. Нет тех попутчиков, с которыми можно поговорить, чтобы не уснуть за рулем. Нет тех, ради которых можно было бы все бросить или развернуть машину в обратную сторону. Современные девушки с трассы – это совсем не старые добрые плечевые. И многие опытные водители по этому поводу переживают до сих пор.